Всем здравствуйте! Сегодня я покажу вам, как я меняю моторное масло на генераторе EcoFlow Smart генератор, который работает на пропане и на бензине. Это совершенно новый генератор. Он у меня проработал всего лишь 2 часа, только в режиме обкатки. Но когда я стал смотреть, какое же масло ему использовать для того, чтобы он работал, у меня возникли определенные вопросы. Дело в том, что сам производитель EcoFlow пишет в инструкции, что должно использоваться масло 10В40. То есть очень похоже на обычное автомобильное масло, которое очень много людей используют в своих автомобилях. Но дело в том, что у меня закралось определенное сомнение, потому что обычно нужно использовать то масло, которое рекомендует производитель. А что же мы знаем про производителя? А производитель у нас, если мы посмотрим на ту информацию, которая есть на сайтах, указывается, что спецификация двигателя это мотор R80. То есть это мотор, у которого 79,7 кубических сантиметров движок, бак 4 литра и 0,38 это масло, которое заливается туда. Я стал смотреть, что это такое за мотор, который используется в EcoFlow. Это оказался двигатель Rato. Я зашел на страницу Rato и увидел такие характеристики. Это не тот двигатель, который стоит в EcoFlow, это R80V, а в EcoFlow стоит другой двигатель R80i. Они немного отличаются по своим характеристикам. Но что я заметил? То, что если мы посмотрим часто возникающие вопросы на сайте Rato и то масло, которое они рекомендуют использовать, видите, они пишут, что масло должно быть SAE 10В30. Что это значит? Это значит, что все-таки мы должны учитывать то масло, которое требует производитель двигателя, а не то масло, которое требует производитель генератора. Самое интересное, когда я пошел в магазины искать масло 10В30, которое требуется для двигателя Rato, я смог его найти только в 4-м магазине. В автомобильных магазинах его нету. Мне предложили какое-то масло для лодочных моторов. И наконец я в одном магазине нашел масло для газонокосилок. Вот как раз оно 10В30 и подходит для нашего генератора. Я его уже сейчас сюда налил 0,38 литров. И сейчас покажу, как я буду менять. Сейчас в данном генераторе залито масло 10В40. Это то масло, которое я залил по начальной инструкции. Но сейчас первая обкатка прошла, промылся двигатель от заводской смазки. И я хочу его заменить на то масло, которое все-таки нужно производителю. И сейчас я покажу, как я это буду делать и какие приспособления для этого использую. Сейчас я поставлю камеру на стабильное место. Покажу, как я буду менять масло в этом двигателе. Для начала нам нужно будет открутить крышку. Для этого мы используем стандартную отвертку из комплекта EcoFlow. После этого мы открываем крышку. И вот как раз, если мы посмотрим поближе, мы увидим, что как раз внутри генератора стоит двигатель Rato. Rato R80i. То есть, если мы смотрим опять же на инструкцию, которую нам предлагает производитель Rato, мы увидим,
что какое масло нам нужно. SAI 10W30. Сейчас мы будем его менять. Что нам для этого потребуется? Для этого нам нужна будет специальная штука. Сейчас я, извините, установлю. Которой мы будем выливать это масло. Мотор теплый. Он поработал примерно 10 минут. Масло чистое. И смотрите, какую вещь я сделал из пластиковой бутылки. Я просто ее обрезал. И сейчас мы будем сюда заливать масло. Я надеюсь, вам хорошо видно. Вот, видите? Это заливается теплое масло из генератора. Генератор проработал всего 2 часа. Обратите внимание, какого цвета масло. Скорее всего, в моторе стояла заводская смазка, и масло просто почистило двигатель от этой смазки. Генератор заводился только на пропане. Я не использовал бензин. Вот такая картина. Старое масло мы кладем сюда. Оно нам больше не нужно. Это за 2 часа работы. Сами видите, какая картина. И теперь я залью то масло, которое требуется от производителя мотора. Здесь 0,38 литров. Я марку специально не указываю, чтобы не было рекламы. И просто заливаем его вовнутрь. Все, масло я залил. Если вот посмотреть, то видно, что оно залито по самую максимальную отметку, как и должно быть. Закручиваем крышку.
Все у нас в порядке. Теперь мы можем закрывать наш генератор. Давайте поставлю. Можем его закрывать. Закручиваем. И можем его опять запускать. Открываем пропан. Запускаем. Вот видите, 2 часа. За 2 часа работы да, видите, какое масло стало. Такое серое. Ну, я думаю, что сейчас двигатель промылся от заводской смазки, и теперь будет все хорошо. И, кстати, еще забыл сказать. Вот эти генераторы, многие владельцы говорят, что они чем-то похожи на генераторы Honda. Но, к сожалению, все-таки Rato это не Honda. У него нужно обязательно смотреть. Видите, последняя часть, да? При постоянной работе на полной нагрузке максимально можно работать 3,5 часа. После этого генератору нужно дать отдых. Если вы будете работать с ним сутками, то я боюсь, что все-таки сам этот двигатель не предназначен для таких больших нагрузок. Без отдыха, скорее всего, двигатель очень быстро выйдет из строя. Поэтому это отличная модель для аварийного электроснабжения. Получается недорогой газ. Я его купил за 800 евро. Была хорошая скидка в магазине, поэтому я его купил. Пока 2 часа, конечно, трудно сказать, как он дальше будет работать. Гарантия на него 2 года. Я надеюсь, он будет работать долго и никаких проблем у меня с ним не будет. Так что желаю всего хорошего всем. Пока-пока.